На сегодняшнем уроке предлагаю рассмотреть как вариант изготовления робота из пластиковых крышек. Для этого нам понадобится 21 крышка от пластиковых бутылок, желательно разных цветов. Я выбрал крышки синего, желтого и зеленого цвета. Один колпачок-дозатор от бутылки из-под жидкого мыла для головы робота. Из 8 крышек зеленого цвета сделаю руки, из 8 крышек желтого цвета сделаю ноги, из 5 крышек синего цвета сделаю туловище. Количество крышек может быть и больше в зависимости от предполагаемого размера будущего изделия. Также понадобится одежная резинка длиной около метра, колпачки или детали от шариковых ручек для изготовления орудия. Также потребуются некоторые инструменты: шило, большая иголка либо скрепа, из которой можно сделать аналог большой иголки, ножницы или канцелярский нож, пассатижи, круглогубцы и кусочек наждачной бумаги. Начинаю работу с подготовки крышек. Проделываю отверстия в крышках шилом. После этого расширяю отверстие до нужного диаметра в 5-6 мм с помощью круглогубцев. Работу по сборке начинаю с подготовки резинки. Для этого беру большую иголку либо скрепку, из которой можно сделать аналог большой иголки. Вдеваю в нее резинку, на другом конце резинки делаю узел. После этого приступаю к сборке ноги робота. Для изготовления ног робота выбрал крышки желтого цвета. Для одной ноги понадобится 4 крышки. В 3 из них отверстие проделываю только сверху, по центру, а на одной отверстие проделываю сверху по центру и в боковой стенке. Продеваю иголку с резинкой через все крышки ноги до упора и резиновую веревку затягиваю на узел. Аналогичным образом делаю вторую ногу робота-трансформера. Примерно по такому же принципу изготавливаю руку робота. Для изготовления рук робота выбрал крышки зеленого цвета. Для одной руки понадобится 4 крышки. В 2 из них отверстия проделываю только сверху по центру, а в 2 других отверстия проделываю сверху по центру и боковой стенке. Продеваю иголку с резинкой через все крышки руки до упора и резиновую веревку затягиваю на узел. Аналогичным образом делаю вторую руку робота-трансформера. Делаю руку номер 1. Сначала в первую крышку, в которой отверстие проделал сверху по центру, и в боковой стенке продеваю иголку с резинкой длиной примерно 12 см с узелком на другом конце в отверстие с боковой стенки. Эту резиновую веревочку оставляю, к ней в дальнейшем буду присоединять плечевой пояс, туловище и вторую руку. Далее продолжаю сборку руки со стороны кисти во вторую крышку, в которой отверстие проделал сверху по центру и в боковой стенке продеваю иголку с резинкой и узелком на другом конце в отверстие с боковой стенки. До упора подтягиваю резиновую веревку, чтобы узел плотно прилегал к отверстию. После этого через 2 крышки, отверстия в которых проделал только сверху и по центру, продеваю иголку с резинкой. Затем подсоединяюсь к первой крышке, у которой в начале в боковой стенке прикрепил резинку длиной примерно 12 см с узелком. Аналогичным образом делаю руку номер 2, только в этот раз в первую крышку, в которой отверстие проделал сверху по центру и в боковой стенке, не продевая иголку с резинкой длиной примерно 12 см. К руке номер 1 с прикрепленной резиновой веревочкой подсоединяю плечевой пояс, туловище и вторую руку. Для изготовления плечевого пояса, туловища и тазовой части робота понадобится 5 крышек. Крышки выбрал синего цвета. В 2 крышках одно отверстие проделываю сверху по центру и 2 отверстия друг напротив друга в боковой стенке. Одна из этих крышек будет тазовой частью робота, вторая связующая между плечами, то есть грудная клетка. В 2 крышках проделываю только одно отверстие сверху по центру. Эти крышки будут служить плечевым поясом. В одной крышке проделываю 2 отверстия друг напротив друга в боковой стенке. Эта крышка будет связующая плечевой пояс с тазовой частью робота, то есть брюшная часть. 2 крышки с одним отверстием сверху по центру, которые будут служить плечевым поясом, соединяю со связующей крышкой, у которой одно отверстие проделал сверху по центру и 2 отверстия друг напротив друга в боковой стенке. Эту крышку устанавливаю между плечами, и она будет грудной клеткой робота. К этой крышке, у которой отверстие сверху по центру, подсоединяю колпачок-дозатор, который служит головой робота, и устанавливаю сверху грудной клетки. Далее подсоединяю брюшную полость и тазовую часть.
Креплю ноги робота, продеваю иголку с резинкой и узлом на другом конце веревки через боковые отверстия в бедре первой ноги. Через боковые отверстия нижней крышки туловища, которую можно условно назвать тазовой частью, и далее продеваю иголку с резинкой в бедро второй ноги, стягиваю соединение, делаю узел. Таким образом, ноги робота соединены с туловищем. Далее дополнительно можно установить орудие. Навесное оружие дает простор для полета фантазии. Оружие можно сделать из корпуса пустого фломастера или деталей шариковой ручки. Крепление оружия осуществляется при помощи куска пустого стержня от шариковой ручки или зубочистки, который устанавливается в отверстие в оружие при помощи термоклея или в разогретом состоянии вплавляется в него. В кистях или плечах робота делаются отверстия для крепления оружия. В эти отверстия вставляется оружие из куска шариковой ручки. Используя подвижность крышек, можно менять направление и положение оружия на роботе. Например, оружие, закрепленное на плече, может находиться за спиной или в боевом положении на плече. В завершение все узлы, выступающие наружу, можно покрасить в цвет крышек, к которым они прилегают. Такая модель робота весьма порадует ваших братиков школьного или дошкольного возраста. Во время изготовления и обработки материалов необходимо помнить, что нужно соблюдать технику безопасности при работе с инструментами.